Привет! Ты на канале IT User Help. Это видео будет о том, как создать или отредактировать видео в Vegas Pro и Sony Movie Studio Platinum 13, либо версии ниже или выше. Эти приложения между собой Vegas и Studio Platinum очень похожи и интерфейсом, и кодом, так как разработчик до определенного времени у них был один, Sony, потом программа была продана, но в целом, если вы сможете сделать в одной программе какое-то действие, то же самое вы можете повторить и на другой. Я буду показывать на примере Vegas. В вашем случае, без разницы, где вы будете делать, повторить вы сможете то же самое. В этом видео я хочу рассказать и показать основы, как сделать видео, то есть добавить файлы в медиафайлы проекта, склеить, удалить, чуть-чуть укоротить, к примеру, видео, то есть сделать некоторые базовые действия, чтобы создать видеоролик, готовый из нескольких частей, из нескольких аудиодорожек, нескольких видеодорожек. То есть вы получите представление, как можно будет сделать или отредактировать уже готовый видеофайл и, соответственно, создать. Покажу, какие форматы можно создать, в каком формате лучше создать, если вы собираетесь залить видео на YouTube, к примеру, наиболее оптимальный по качеству. В общем, не теряя времени, давайте приступим. Прежде всего, нам нужны сами файлы медиапроекта, то есть теми файлами, которыми мы будем работать, что мы будем редактировать, добавлять, удалять и прочее. И для этого я советую создать отдельную папку для каждого проекта, дать какое-то ей название и в нее копировать либо перемещать файлы, с которыми вы собираетесь работать. Также в эту папку вы в последующем сможете, когда сделаете весь проект, можете в него сохранить этот проект прямо сюда в формате Vegas и в будущем открыть его и уже редактировать этот проект, добавлять, удалять, возможно, если вам не понравится итоговое видео. Итак, мы создали папку новую, дали ей имя, которое описывает наш проект наиболее понятным образом, и добавили в нее файлы, с которыми будем работать. Далее эти файлы нужно перенести в программу. Сделать это можно самое просто. Это просто путем перемещения мышкой. Нам нужно переместить в эту область. Эта область называется медиафайлы проекта. Обратите внимание, чтобы было подсвечено, выбрана вкладка медиафайлы проекта. Поэтому, так как если у вас будет выбрана, к примеру, генераторы мультимедиа, видеоспецэффекты, переходы, проводник, либо что-то из этих, вы сюда не сможете перенести файлы. Вам нужно выбрать вкладку медиафайлы проекта. По умолчанию она и выбрана как раз, но вы случайно можете нажать вот так, и тогда вам не получится переместить медиафайлы. Выбираем эту вкладку. Можем сделать вот так браузер. Нам нужно попасть в эту область. Здесь левой кнопкой мыши зажимаем, выбираем все файлы. Левой кнопкой мыши берем, переносим сюда. Все, файлы добавлены. Это нам пока не надо. Можем закрывать, но не удалять. Удалять файлы из папки, в котором были наши файлы, нельзя до момента, пока вы не скомпилируете, не создадите полностью видео, не визуализируете. То есть пока у вас не будет готовое видео. До того момента эти файлы удалять нельзя. Ни отсюда, ни отсюда. Итак, у нас есть файлы. Первое, что мы можем сделать, это переносим видео на нашу шкалу. Перенесли в самое начало, допустим. Установить параметры видеопроекта, спрашивает нас программа. То есть программа предлагает установить разрешение проекта, то есть конечного видео, такое, как у этого
видеофайла. Я чаще всего выбираю нет, потому что разрешение мы зададим уже в конце, когда будем создавать видео. Поэтому нажимаем нет. Далее выберем разрешение, которое нам нужно, независимо от того файла, который мы добавляем сюда. Так как файлы могут иметь различные разрешения, то, соответственно, мы это потом выберем. Если вы потянете, выберете за край и потянете, то видео станет длиннее, но за счет чего? За счет повтора. То есть, если, к примеру, у нас запустим видео, я специально выбрал короткое видео, чтобы было легко. Вот, если вы потянете за эту сторону, вы удлините видео, но удлините за счет повтора. То есть закончится этот участок видео, и это же самое видео пойдет по второму кругу. Эта функция нам редко нужна. Нам чаще всего нужна, например, еще раз добавлю его. Например, нам нужно укоротить видео. То есть обрезать часть видео мы можем просто берем, наводим сюда, левой кнопкой мыши зажимаем и переносим в левую сторону. Все, наше видео обрезано. В принципе, это можно считать первым уроком. Если вам нужно просто отредактировать какое-то видео, обрезать, не обязательно скачивать еще какие-то сторонние приложения для обрезки видео, обрезки и склеивания. Просто берете видеофайл, переносите сюда и этим способом просто подгоняете длину, которая вам нужна, и после этого создаете видео. Как создать видео уже конечное, это чуть дальше покажу в конце. Сейчас попробуем применить другие функции. Допустим, мы хотим склеить два видео, то же самое. Взяли одно видео, добавили, выбрали длину, которую нам нужно. Берем второе видео, накладываем его сюда, можем либо впритык, тогда оно будет идти одно видео вслед за другим, либо можем, если дальше будем вести, то одно будет как бы накладываться на другое, и соответственно это будет выглядеть как плавный переход. То есть одно видео закончилось и постепенно началось другое. Ну, здесь в режиме реального времени не позволяет мощность компьютера. Когда вы скомпилируете, будет плавный переход. А если сделаете вот так, то будет резкий переход. Одно видео закончилось, сразу началось другое. Все. Таким образом мы склеили два видео. Если мы соберем это видео, проект, то у нас будет одно склеенное видео. Как собрать проект? Соответственно, смотрим дальше. Далее, как видите, здесь одно видео у нас имеет и видеодорожку, и аудиодорожку. Другое видео у нас просто только видеодорожка без аудио. То есть имейте в виду, вот это у нас это аудиодорожка. Это можно увидеть по значку динамика. Это у нас видео. Есть видео, которые идут и с видео, и с аудиодорожкой. Есть видео, которые просто сама одна видеодорожка. Есть видео, которые имеют видеодорожку. Сейчас покажу на примере, чтобы это было максимально наглядно. Которые имеют видеодорожку, но при этом она пустая. Еще одно видео добавлю. То есть, видите, здесь как раз собраны все варианты практически. Видео с аудиодорожкой, в которой есть звук. То есть вы слышите. Видео вообще без аудиодорожки. Только видео. И видео с аудиодорожкой, но она просто пустая. То есть звука нет. И здесь нет шкалы. Это, в принципе, ни на что не влияет. Просто вы должны знать, что есть такое. И для чего вообще показал, чтобы было понятно, что это видеодорожка, это аудиодорожка. Далее. Мы можем также добавить еще одну аудиодорожку. То есть, если у нас есть основной
звук, и мы, например, хотим добавить либо музыку, либо какой-то дополнительные звуковые эффекты, мы просто добавляем еще одну аудиодорожку. Для этого мы в этой области нажимаем правой кнопкой мыши, вставить, так, не то, удалить, вставить аудиодорожку, вставили, у нас еще получилась аудиодорожка, и теперь мы берем, например, музыку, переносим сюда, теперь у нас появилось одно видео, мы имеем теперь одно видео, аудиодорожка, которая шла с этим видео, с любым из этих, и наша дополнительная дорожка, которую мы добавили аудио, с нашей музыкой. Как это выглядит? Сначала. То есть мы слышим звук и с этой аудиодорожки, и с этой аудиодорожки. Как видим, эта аудиодорожка длинная, ее можно также сократить, у нас просто обрежется по это время аудиодорожка. Она не сожмется, а именно обрежется по вот это место аудиодорожка. Также, чтобы звук как-то уменьшить, отделить одно от другого, то есть обычно фоновая музыка, она тише. Мы используем вот этот вот переключатель. Ползунок громкости так и называется. Мы сможем уменьшить и увеличить громкость. То есть, чтобы фоновый звук сделать тише, переводим влево, чтобы уменьшить, вправо, чтобы увеличить, и тогда основной звук с видео у нас будет громче. Мы его также можем еще и увеличить, если этого недостаточно. Все, с этими ползунками, я думаю, понятно. Это лево-право, особо нам не нужно. Если мы хотим записать голос, соответственно, с микрофона, то нам вот этот значок потребуется, микрофон нажать. То есть можем, например, создать еще одну, ставить аудиодорожку и, нажав на «Приготовить к записи», мы подготовим аудиодорожку к записи, а нажав уже на вот этот значок, пойдет непосредственно запись. Снимаем «Приготовить к записи», удаляем. Так, далее. Мы сейчас добавляли, до этого момента добавляли только видеофайл. Один видеофайл, второй видеофайл, третий видеофайл. Также в видеодорожку мы можем добавлять и картинку, которая может стать видеорядом. То есть вот у меня картинка JPEG обычная. Мы ее берем, также переносим сюда, делаем впритык. Можем впритык, можем с небольшим наложением, чтобы переход был плавный. И получается, у нас идет видео, видео, потом идет картинка, но она идет как видеофайл, то есть вы видите картинку. Ее можно по умолчанию, любую картинку, которую вы вставляете, она вставляется на 5 секунд. Мы можем ее увеличить. То есть, тянув вправо, мы увеличиваем длительность показа картинки. Например, добавляем еще 5 секунд. Аудиодорожку мы можем в этот момент также увеличить. Нижний ползунок не влияет на сам видеофайл, он служит только для удобства нашего редактирования. Если мы будем переводить сюда, левой кнопкой мыши зажимаем в этом месте, тянем влево-вправо, мы, соответственно, расширяем нашу аудиодорожку, просто чтобы нам было удобнее работать. Длина самого видео у нас не изменяется, как было здесь 44 секунды, так оно останется вне зависимости от того, как мы будем сжимать и расширять наше окно, так сказать, поле деятельности нашей. Просто выбираем, как удобно работать. В
принципе, это основные моменты по склеиванию, редактированию и добавлению дорожек разного рода. Это основные моменты. Настал момент создания самого видео, чтобы из этого всего, из этих всех наших настроек и склеек получилось готовое видео. Для этого здесь очень важный момент, многие за него забывают, сразу нажимают файл и создать файл, и в итоге не получается файла. Нам нужно выделить весь файл, всю дорожку, на которой мы работали, чтобы создать из нее видеофайл. Для этого мы можем просто в этом месте 2 раза левая кнопка мыши кликнуть, и у нас выделится вся область действия, в которой мы работали. Либо просто выбрать место. Если мы выделим такой участок, то, соответственно, наше видео итоговое будет отсюда до сюда. Все остальное в видео не попадет. Если нам нужно все, мы, соответственно, выбираем всю дорожку. Чтобы не целиться вот сюда, в самый край, можно просто 2 раза в этом месте левой кнопкой мыши нажать, наше видео все выделится. То есть это все видео будет в итоговом нашем видео. Далее переходим, собственно, к созданию визуализации этого видео. Нам нужно нажать «Файл» и здесь выбрать «Визуализировать как». Нажимаем левой кнопкой мыши. Ждем, и нам предлагают выбрать формат. Еще хочу обратить внимание, что в Vegas нужно выбрать файл и визуализировать, а в Movie Studio там нужно выбрать создать видео, либо создать фильм. Я уже по памяти не помню, что это такое. И далее нам предстоит выбрать формат. Я обещал, что скажу, какой формат наиболее удобен для YouTube. И по моему мнению, это формат Sony AVC пробел MVC. Выбираем его. То есть эти видео совершенно точно проходят, когда на канал загружаешь, проходят спокойно обработку и хорошо читаются YouTube. И здесь из всего списка просто выбираем разрешение, которое нам нужно, и частоту кадров. Наиболее сейчас оптимально это Full HD 1920 на 1080 и 30p, это 30 кадров в секунду. Либо не Full HD, а HD можно выбрать, тоже при 30 кадров. Либо, соответственно, какой-нибудь с меньшим разрешением, с меньшим, соответственно, весом, но меньшим качеством. Выбираем. Выбрали пакет, выбрали какое разрешение из этого пакета. То есть любой вариант из этого списка. Далее нам нужно выбрать фолдер, это место, куда сохраняется файл итоговый. Выбрали. И далее можем дать сразу имя, чтобы потом легче было его найти и идентифицировать. Далее видео и нажимаем, после этого нажимаем рендер. Все, идет обработка видео нашего. Когда шкала дойдет до 100%, видео будет готово, можно будет выбрать открыть папку и сразу перейдем в то место, куда мы сохраняли наш файл. На этом у меня, пожалуй, все. Это было очень краткое видео о том, как базовые действия произвести с видео. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк. Я планирую снять по Вегасу еще несколько видео. Особенно если это будет интересно вам, то можно снять еще некоторые видео именно по работе в Vegas. Какие-то базовые действия. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Всем пока!